Думаю, что после просмотра этого обзора вы начнете смотреть на серию LEGO Friends по-другому, ведь она не так проста, как кажется на первый взгляд, поэтому рекомендую досмотреть до конца. Периодически среди наборов этой серии появляются достаточно интересные и функциональные постройки, например, как этот аквапарк, который является третьим водным парком, созданным за последние 4 года в рамках этой серии. По сравнению со своими предшественниками, данный сет куда интереснее и занимает среднюю нишу по количеству деталей. Сборка набора весьма необычна, об этом даже можно судить по инструкции, которая представлена одной большой книжкой, свойственной для больших наборов. Сюда включены 4 фигурки персонажей, одна из которых меня прям удивила, поэтому не буду тянуть и сразу о них расскажу. Первая фигурка – это фигурка Лео, где он примерил на себя роль спасателя этого аквапарка. Это единственная фигурка парня в этом наборе, и она же, наряду со всеми фигурками, является уникальной. Среди аксессуаров ему доступен обычный банан, который, видимо, является его обедом. Следующая фигурка – это сестра Лео по имени Альба. Фигурка также является уникальной и самой маленькой в этом наборе. Алия, так зовут еще одну фигурку. Мне нравится ее прическа и классная юбка с узором из звезд, но все это меркнет по сравнению с последней фигуркой. Это фигурка персонажа по имени Сара, которая впервые предстала в виде мини-фигурки, а также она является первой фигуркой в истории, которая имеет шрам на животе и стому, которая торчит из-под ее зеленых шорт. Что это такое, вот можете почитать, но если говорить кратко, то Сара просто перенесла непростую операцию, и это отражено в виде вот такого принта. Мне нравится, как LEGO создает фигурки, максимально приближенные к реальной жизни. Вот, например, еще одна из фигурок серии Friends по имени Autumn, которая не имеет кисти на одной из рук. Будет интересно узнать ваше мнение касаемо таких фигурок, поэтому смело пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а я продолжу. Среди доступных для фигурок аксессуаров тут присутствуют 3 полотенца, как же без них, надувной тюбинг для горок и пара классных водяных пистолетов, которые действительно работают. Мест для размещения тех же полотенец тут совсем мало, поэтому я предпочитаю оставлять их перед самим бассейном. В наборе имеются 2 классные подвижные функции. Первая – это раздвижной водопад. С обратной стороны есть небольшой рычаг, который поднимает и опускает горку, заодно заставляя расступиться льющуюся воду. Усаживайте фигурку на тюбинг и вперед. Правда, вот места для тюбинга совсем мало, поэтому могут возникать осечки, но функция классная и работает отлично. Вторая функция – это вращающиеся джакузи. Функция работает хорошо, но как бы я ни усаживал фигурку, она всегда выскакивает при первых же оборотах. К слову, фиксация причесок на головах фигурок тоже не очень. Если даже слегка поддеть их пальцем, они сразу же слетают. Сцепление тут, конечно, стоило бы увеличить для большей надежности. Как и в любом аквапарке, тут присутствует парочка горок. Мне нравится крытая прозрачная горка, выполненная в красивом зеленом цвете. Не менее красивой является медуза, которая возвышается над горкой как одно из украшений этого аквапарка. На второй открытой горке расположен фотоаппарат, который ловит веселые моменты. Один из таких моментов запечатлен на экране монитора, представленный наклейкой. Вообще, в набор входит 14 наклеек, и половина из них тут не нужна. Ну вот наклейку душевой кабины я нахожу красивой. Правда, кабина не совсем кабина, так как не имеет стен, но такое тоже возможно. А вот туалет стены, разумеется, имеет, причем сам туалет выполнен очень детально, хоть и из пары деталей. Даже держатель для бумаги есть, класс. Возле туалета сразу же имеется раковина с мылом, где можно помыть руки, все предусмотрено. Также из забавных деталей отмечу полку для хранения вещей, лестницы, которые позволяют добраться до горок, и маленькие светофоры, которые сигнализируют о том, занята горка или нет. Все очень продумано, как в настоящем аквапарке. Чтобы подчеркнуть водную тематику, по всему периметру парка вас приветствуют различные морские обитатели в виде рыб, осьминогов, морских коньков и даже маленький и редкий рак-отшельник. Также очень здорово смотрятся все эти водоросли
и кораллы, которые венчает песчаная арка, выполненная в стиле греческой архитектуры. Как итог скажу, что данный набор полностью оправдывает свою цену в $80, а если найти его по скидке, то он станет просто отличным подарком. Ведь сет обладает не только хорошим внешним видом, но и не менее классным функционалом, который подарит множество часов игры, не говоря уже об очень интересной сборке. Подписывайся на канал и следи за новинками LEGO вместе с нами. На этом все. Всем пока!